Всем привет, вы на канале Польза.нет Live, меня зовут Саня, и здесь только подробные обзоры с самыми жесткими тестами, какие только есть. Вот сейчас вы видите обзор одним кадром на основной модуль у Pixel 8. И стандартно я специально выбрал ту же локацию, которую обычно использую для тестирования смартфонов. Таких обзоров на канале много, поэтому если вам интересен подобный контент, надеюсь, вы поддержите меня подписком, лайком и комментарием, любым, потому что выборка уже, не знаю, смартфонов 50 мы так протестировали, и как вы понимаете, Pixel не самая дешевая железка, какая только есть. Что я могу рассказать о Pixel 8? Я купил его стандартно на Алишке, он уже мне пришел, я уже его протестировал в играх, как всегда на Твиче. Запись доступна на лайв-канале, уже предыдущий ролик. И то, насколько он хорошо снимает, вы видите раз сейчас, и два вы увидите в сравнении с iPhone 15. Я его специально приобрел для того, чтобы, разумеется, на него сделать обзор, и потом использовать его для сравнений. Возможно, Pixel 8 я тоже буду использовать для сравнений. Может быть, оставлю, может быть, нет. Скорее всего, да. Почему? Потому что из андроидов что-то хочется оставить, и еще, разумеется, хочется вам показать, если он у меня доживет года два, что через 2 года происходит со смартфоном за $800. Прямым текстом у Гугла это мусор. То есть, если ты приобретаешь что-то от Google, ну, продайте Pixel 5. Pixel 5 был эпичный. 6, 7, 7 Pro. Что бы кто ни говорил, я понимаю, что серовозы их закупили за копейки, пытаются продать до сих пор, как мне пишут, почему их нет в топах. Но это перегревающееся, тормознутое, что-то там. Это мое субъективное мнение. Вы сейчас в первую очередь, даже если вы любите пиксели, должны абстрагироваться от моих слов по поводу характеристик, как многие серовозы, ну, продавцы серые, потому что они первые получают, логично это не покупки, логично это либо от Гугла, ну, проще говоря, им надо как-то продавать это дело, вот любыми способами и средствами, а мне как-то надо развивать каналы, и Pixel, он принадлежит кому? Google. Google что принадлежит? YouTube. Я где выкладываю ролики? На YouTube. Почему смотрят мои ролики про пиксели? Не потому что я танцую хорошо, а потому что это просто-напросто нейминг. Они же не понимают, что я об этом рассказываю, правильно? А им нужна максимальная реклама своего продукта. И к чему это все? К тому, что вот эти вот штуки, которые они продают, по мне оверпрайснутые с одной стороны, с другой стороны, они и правда хорошо снимают. И вы можете великолепным образом оценить все это дело X2, X05, ультраширик. Разумеется, кроп ультраширик вот так. Довольно неплохо перекручивает вообще все, что можно, то есть небо максимально бледное, но я не могу вам сказать, что он неправильно снимает, потому что то, что я вижу на экране и потом на компьютерном мониторе, это две разные вещи. Возвращаясь к пикселю, почему вам нужно подписаться на мой канал, решайте сами, нужно или нет, но для того, чтобы сравнивать основные камеры с одним и тем же лицом, плюс-минус в одной и той же локации, с одними и теми же цветами, переходами и т.д. и т.п. Мне кажется, это интересно. Поэтому, наверное, есть 1000 просмотров. Потому что камера это, если не 50% стоимости смартфона, то в Гугле, ну в Гугле она точно 50. Потому что, как мне правильно скажут, а что здесь есть? А здесь вообще ничего нет. Переходим постепенно к характеристикам. Здесь есть красивый процессор G3, который вам, ну, никто не захочет. Я не знаю, я смотреть пытался ролики, но это мне напоминало какую-то рекламу. Понятно, что человек в своем уме, можете перейти по ссылке в описании, не будет покупать это устройство за такие деньги, когда он выбивает 700 с лишним тысяч баллов в Antutu, когда у него тротлинг-тест при 100 потоках под кондиционером, при 16 градусах в помещении, без чехла, показывает в среднем 190 гипсов сразу после 3 минут. Когда его 1300 люкс на волшебном солнце, а у него просто великолепный экран по яркости, но через 2,5 минуты сбрасывает яркость до уровня Poco F5 в 750 люксов. Что? Ну, они, конечно, скажут, что они допилят, но напоминаю, что я не приобретаю эти девайсы рано. Я приобретаю их после того, как мне уже пришло обновление. То есть он пока этот смартфон пришел, пока его обновил, я уже поигрался в него, уже пофотографировал море, кстати, фотографии можете посмотреть в моем личном телеграм-канале, по ссылке в описании будет написано «Примеры фото». И там можете скачать и примеры фото, и примеры видео. И я не знаю, куда более подробно, для того, чтобы вы могли оценить. Всегда, можно сказать, они что-то доделают. Мы это забываем, потому что у меня сейчас есть результаты тестов, которые максимально характерны для всех пикселей, которые у меня были в руках. И Pixel 6, и Pixel 7, и Pixel 5.
все это было у меня в руках не со старта продаж, а когда я наскреб на них денег, когда я их купил, потом протестировал, и вот примерно так же, как сейчас я выпускаю, не знаю, 10-й, 20-й на YouTube ролик про Pixel 8, примерно так же у меня и появляется. По ангажированности, повторяюсь, вот у меня есть топ-10 смартфонов на канале, допустим, до 50 тысяч рублей. Комментарии часто по поводу, спойлерну, первое место, Xiaomi 13. Первое, там он 49 стоит, перешитый с китайца, либо китайский, по-моему, 49, без бендов. Это ладно, что люди не понимают, что тот Xiaomi, этот Xiaomi, и там есть какие-то минусы. Но самое главное, люди не понимают чего. Они пишут, ты в обзоре на Xiaomi 13 его хейтил. Ну, когда он был китайский, да, его хейтил, потому что он стоил, не соврать, по-моему, $1200. Сейчас он стоит ниже $500. Какие у меня претензии к смартфону ниже $500, когда он рвет вообще по полной программе вот это чудо природы от Пикселя, который $500 не будет стоить, потому что он сейчас стоит 699, и даже $500 я бы за него не заплатил. Но не про это рассказ, это какой-то слишком сюрреалистичный хейт получается. Давайте оттолкнемся от цифр. Он выбивает 700 с лишним тысяч баллов в Antutu. Вы уже слышали. У него тротлинг-тест на соточку у меня в телеге. Можете посмотреть. После 5-й минуты 192 гипса показывал. Это уровень ниже дна. То есть это уровень ниже среднего процессора. Если говорить о каких-то особенностях из разряда камер, у него есть, разумеется, довольно неплохой. Вот сейчас я почему-то не вижу себя. Он снимает? Да, он снимает. Но на него что-то налипло жуткое. И яркость он сбросил так, что в отражении, у меня зеркальце, впервые я не вижу ничего. Надо было посмотреть. Короче, по сути, на солнце он еще больше сбрасывает яркость. Хорошо. Вот, если говорить о смартфоне, мне интересно, одним кадром он будет все-таки перевернутый или нет. Надеюсь, нет. О смартфоне как о девайсе, который хотелось бы подержать в руках. Эта штука скользкая. У него есть беспроводная зарядка. По защите от влаги я так и не понял, есть она у него или нет, можете написать. Я пока его еще не топил, я ее не нашел. Почему я говорю, я ее не нашел? Потому что за эти деньги, за $700, защита от влаги есть у всего. У Samsung S23, у Xiaomi 13, у Zenfone. Только у этого дела нету защиты от влаги. Пикселя. Google Pixel 8. Дальше, по поводу USB здесь 3.0, круто, но вам нужен будет, соответственно, кабель. Хотя по моим тестам почему-то у меня не получается, что он 3.0, но я еще помучаюсь, еще перебираю кабеля. Просто кабелье, которое у меня работало с 3.0 с другими смартфонами, с этим почему-то отказывается работать. Очень великолепно работающий смартфон с телеграммом, пока он не запрещен, можно так говорить. Выгрузка фото, кружочков. Бомбезно. Ни один смартфон у меня так быстро не справлялся. Если говорить о экране, тач по мне отвратный. То есть примерно такой же. Вот мне тач на яблоке не нравится. Многие там скажут, что я придираюсь. Хотя я без защитного стекла всегда их ношу. То есть все яблоки у меня без защитных стекол, хоть и в чехлах. Я 14 Pro Max без чехла поносил, все, я больше не буду. Я не знаю, как он мне пережил все. Так вот, в первую очередь камеры было жалко. Если говорить об этом смартфоне, то у него до такой степени забавные характеристики в плане чего? В плане того, что 90 FPS в PUBG New State вы не увидите. А как он фризит при выгрузке в 1080p 30 FPS в Твиче, вы тоже можете наблюдать уже на лайв-канале. Если говорить про микрофоны, они неплохие. Если говорить про подторможенность какую-то в системе, лаги, они есть, их много. Я уверен, это дело они устранят и допилят. Если говорить про фронталку, ночью я не удовлетворен, как снимает ни основной модуль, ни ультраширик, ни фронтальный сенсор, который может также снимать в 4К 60 FPS. Это очень круто, но переключаться ты не можешь с основного модуля на фронталку. То есть ты можешь переключаться с 4К 60 FPS на X2, на ультраширик. Ну а, к сожалению, фронталки у вас не будет. Давайте-ка я переключу обратно на основной модуль. То будет не совсем романтично. Кстати, сколько он снимает по времени, сколько он снимает, уже почти 10, я почти ничего не рассказал. У него 30-ваттная зарядка, она правда заряжает по проводу за 30 минут на 50%. Потом я умолчу, почему? Потому что вы можете сами посчитать, последние 20% 34 минуты.
То есть вы еще 30% не закачали, а у вас 64 минуты уже прошло. Беспроводная зарядка в наличии. Что еще из интересного? Довольно неплохая флеш-вспышка. Яркость космос, то есть больше яркости в исходнике. То есть если вам ей нужно использовать только там, не знаю, 2 минуту, только в айфонах. В айфонах 1.4. 1400 люксов, это 1300 люксов. Чехлы есть везде, можно использовать чехол и потом использовать MagSafe, как многие пиарят, чтобы еще и чехлы под него продавать, а потом говорить, что он из-за чехла глючит. GPS есть, NFC есть модуль. Из тех фишек, которые они обещают, давайте откровенно, вот что они там не обещали, эти вырезки фотографий, которые на прошках работать должны потом, здесь они не будут работать или пока не работают. Ничего у меня здесь не работает сейчас. И у меня должно работать. То есть здесь у меня работать что-то должно. Не работает ничего. Можете написать, что должно работать до обзора. Я попытаюсь найти это в меню, но в меню нету ничего. Ничего нет. В декабре жди. Через 7 лет жди. 7 лет они обещают поддержку. А что делать с 7-летним пикселем? Вот 5 лет назад у нас какой был iPhone? 10. Можно продать 10 iPhone? Конечно, да. 5 лет назад какой у нас пиксель был? А 7 лет назад какой у нас пиксель был? Вот и сколько вы, покупая пиксель 8, планируете с ним проходить? Понятно, что они захотели нарисовать цифру более красивую. Но 700 тысяч баллов Antutu через 5 лет, когда это сейчас чуть ниже среднего. Что они будут делать? У них сама оболочка будет есть больше. То есть это будет еще более лагучая штука. Если говорить о каких-то других особенностях, давайте попытаемся найти хорошее. Здесь адаптивная герцовка до 120 Гц, но зачем она вам нужна, когда он PUBG New State даже 60 Гц не держит, вот FPS не держит, он держит сколько там, 43 FPS, 44 FPS, сюр, но факт. По поеданию батареи 30% в час он поедает, притом поедает он неравномерно. То есть за первые полчаса он поедает 18%, 30 минут, а потом он поедает 12%. И здесь дело не в том, что он был мало заряжен, он был прилично заряжен. Больше 80% у нас там было, 82%. Дело в том, что у него неравномерный разряд. То есть я сомневаюсь, что при одной и той же нагрузке, при одной и той же яркости, то есть он сбросил в первые 2 минуты, еще когда я просто включил видео, он уже сбросил яркость на 500 люксов. Кстати, сколько сейчас яркость, я, к сожалению, не могу измерить, но у меня теперь есть идея, что я должен посмотреть, потому что я не могу вообще оценить, что у меня на экране. Это первый раз, чтобы у меня из флагманов, да даже вот сейчас в тени я вижу, я не мог оценить, что у меня на экране смартфона. Картинка мне нравится, автофокус мне нравится. Он пусть чуть-чуть и долгий, но он будет более прокачанный. Но он плавный. То есть как камера уже снимает, это класс. И кто досмотрел вот эти мучительные 10 минут, я хочу отметить такую штуку. Я советовал 6А, Pixel 6A, я советовал Pixel 7A для покупки, для видео и фото. Я могу посоветовать Pixel 8 только для видео и для фото, потому что для решения каких-то других задач заряжается он медленно, мощности у него мало, это не про игры. У экрана подбородок, и это убого за $700. Вот убого выглядит дырень во фронталке, и все. И подбородок. Если говорить о каких-то плюсах, конечно, здесь появилась Face ID, то есть вы можете разблокировать уже банковские приложения, фотографии, не фотографии, а своим лицом, от фотки они не разблокируются. Но он рядом с этой штукой не валялся, то есть тебе нужно извращаться, чтобы его разблокировать на определенном расстоянии, на большом расстоянии, допустим, если вы, правильно говорят, в машине повесите его, он не разблокируется, то есть постоянно вот так. И такое ощущение, что они каждый раз такие, так, что бы еще старое мы могли туда закинуть? Зарядка медленная, повторяюсь. Быстрая, беспроводная зарядка тоже не особо быстрая. Если говорить о каких-то нововведениях программных, они вот их обещают, а за счет каких процессорных мощностей, то есть они там половину нужно будет выгружать в Google, почти пиксельная мечта осуществилась, я все-таки цепанул ногу, да. Все, кто болеют за пиксель сейчас, да! Кость наружу. Нет, кость не наружу. Кстати, услышали, как микрофоны отрабатывают, когда громко человек ругается и поцарапался. Хорошо, что кроссовки надел. Все, таки.
Смарт классный. Мне понравился безумно. Я прям, ну, я тащусь. Почему? Потому что меня умиляют люди, которые, извините за мой французский, которые пишут: вообще, по предзаказу они еще наушники за $200 давали. Так давайте вместе подумаем. Если производитель дает вам возможность купить смартфон за $700 и дарит наушники за 200, даже если предположить, что они потом при перепродаже будут стоить $150, вы классно получаете смартфон за $550. Но вы же понимаете, что он, значит, оценивает свой продукт в $550. Это замануха не просто так. Если вы посмотрите, какими способами и средствами пиксели пытаются продаваться в США, и посмотрите количество, кстати, роликов, если вы поменяете геолокацию на YouTube, посвященные тому, а почему на пикселе? А что, совсем нет денег? Ну сходи поработай в Макдональдс. То есть, если у нас это уровень а-ля ты гик, то в других местах это уровень 700 тысяч баллов в Antutu, лютый тротлинг, перегрев и остальные прелести, которые дает Google за то, чтобы вы купили очень дешево его смартфон. То есть в других локациях, не в Российской Федерации, бешеное количество суперудобных планов операторов, чтобы вам нужно было вообще ничего не платить за этот смартфон. Бешеное количество плюшек, наушников и остальных штук, и никто это не скрывает. Но, как вы понимаете, если себестоимость данного продукта даже в рознице получается для обычного потребителя за бугром $550, то, я думаю, закупка 400. Ну и, разумеется, $400 он в миллиард процентов стоит, волшебный телефон за $400. А когда у тебя маржа $300, сами считайте процент. Я не умиляю заслуги Гугла, что они сделали такие классные заявления по поводу того, что этот смартфон сможет делать, если вы будете на территории, допустим, США когда-нибудь. Я не умиляю заслуг пиарщиков этого устройства, потому что они делают вид, что продажи у Гугла большие, спойлер, они маленькие, что у него есть какие-то нововведения, спойлер, их нет, что у него есть какие-то супер качества, как китайцы, допустим, нам предлагают супер быструю зарядку, или супер плотность пикселей, или там телевик, или iPhone, там телевик X5, который никому не нужен. Я не говорю, что iPhone лучше, я просто говорю, что снимает эта штука классно. Смартфон мне понравился, я его постараюсь продать до того, как выгружу обзор на основной канал. Или оставлю. Вот оставлю или продам, напишите в комментах. Что с ним будет через полгода, я сомневаюсь, что с ним что-то будет хорошее. Но вдруг с ним что-то будет плохое. Когда пишут, что он очень сильно станет дешевле, нет, это А-линейка становится дешевле, обычные пиксели, но он подешевеет на $100 максимум. А можно ли с ним ходить? Конечно, да. Маленький приятный смартфон. Сможете ли вы его продать, учитывая, какая реклама агрессивная в интернете на ру-сегменте? Я ее понимаю, повторяюсь, у серовозов это просто безумно классный девайс. Это тебе не айфоны покупать с маржой в $100. Там 100-150. Здесь реально минимум 3 сотки. 3 сотки. При том, что человек, который купил Pixel, придет в следующем году. А человек, который купил Samsung, придет через год, может через 2 топовые. Или кто купил iPhone, придет через год или 2. И здесь я абсолютно поддерживаю производителей. Как блогеру мне интересно, чтобы пиксели каждый год выпускали новые смартфоны, продавали их, и вы смотрели на них обзоры. Надеюсь, что вы подпишетесь на этот канал. Надеюсь, что даже те, кто любит пиксель, поймут, что может быть взгляд разный, но вы зато сейчас увидели что? Вы увидели бодрых 18-19 минут съемки. По поводу какого девайса я еще не затыкаясь 19 минут рассказывал. Я не скажу, что смарт плохой. Основные тесты я провел. Я думаю, они вам будут интересны. Сравнение вы увидите, опять же, в сжатом виде, в несжатом виде на YouTube, сравнение с яблоком. Сейчас можете в телеге скачать. И вот это все исключительно для вас. Мне все железки нравятся. Но маркетинг именно Гугла, когда у них есть много-много денег, чтобы продавать нам его, вот они сейчас выгрузили бак за $500. Я вот такой, ничего себе, да в топку эти все защиты у влаги от Xiaomi, в топку их 1,5 миллиона баллов в Antutu. Вы видите, как камера работает относительно остальных? И это сходу, из коробки. Это же можно танцевать. А если они и правда хоть одну штуку из 12, что обещали, сделают нормально, вау. Но это не $500, это $700. С другой стороны, я также ругался по поводу Xiaomi 13, с чего я и начинал, что он стоил очень дорого. Только то, что пиксели сделают адекватный ценник на эту линейку, я в них не уверен. Телефон компактный, люто он не перегревается, как 6 и 7.
как 7 Pro. Просто альтернатив сейчас для меня больше, потому что я больше телефонов щупал. Если я до этого семерки ругал, шестерки ругал, через меня проходили не все топы. Сейчас я покупаю все, рассказываю вам и потом чаще всего продаю. Девайсу от меня однозначное да, потому что если вы фанат, я скажу что-то другое, вы меня и здесь найдете. Я шучу, но в целом классное устройство. Дорого, неоправданно дорого, есть что-то лучше. Это как Nothing Phone 2, мне вот очень интересно, сколько людей его купило. Мне кажется, очень мало. Добра и удачи вам, дорогие друзья. В комментариях укажу, сколько весит файл. Не забудьте подписаться на телегу скидок взаимопомощи, мой личный телеграм-канал. Здесь поставить лайк. Колокольчик, я не так часто здесь выпускаю видео, из-за того, что вы не ставите колокольчики и лайки. И пишите, что еще купить на обзор. Добра и удачи вам, дорогие друзья.